Сегодня хочу вам показать, как я делал диораму с трудягой Ан-2 и также фигурками авиационных техников. А делал я ее не просто так, а в подарок для своего папы. Так что не переключайтесь, будет интересно. Приветствую, друзья, на канале Scale Journal. Не забудьте поддержать автора бодрящим лайком. Деталей у модели не так уж много, поэтому большую часть я отделяю в самом начале стройки. Качество набора посредственное, есть сдвиги пресс-форм и, конечно же, проблемы со стыковкой. После того, как детали отделены, их необходимо обработать для дальнейшей сборки. Начну, пожалуй, с узла кабины пилотов. Масштаб маленький, 1.72, поэтому детали достаточно мелкие. Без пинцета не обойтись. Ну и поскольку это авиация, тут необходимо некоторые элементы красить до того, как собирать дальше, потому как дальше к ним доступа уже не будет. То есть, например, кабина пилота вклеивается в фюзеляж и сверху закрывается остеклением. Поэтому все необходимые операции по покраске провожу до. Красить сама кабина, также часть фюзеляжа, которая будет теоретически видна под остеклением. И также сам фюзеляж изнутри выкрашивается. Крашу я его в зеленый цвет, но с вероятностью 99% этого всего будет не видно через маленькие иллюминаторы. Но лучше это сделать, чем потом после сборки выяснится, что это все видно. После покраски по элементам салона необходимо пройтись смывкой для того, чтобы выделить элементы и, конечно же, убрать ее излишки. Излишки убираются с помощью безворсовых палочек, которые смочены в white спирите. Ну и теперь можно вклеить кресло пилотов. Вначале одно, потом второе. И, конечно же, приборную панель. После того, как кабина готова, ее можно вклеивать в фюзеляж. И, конечно же, перед тем, как склеить половинки фюзеляжа, нужно вклеить остекление иллюминаторов. Для этого я использовал супер жидкий клей. Ну а далее, конечно же, можно склеить половинки фюзеляжа. Стыкуется он не идеально, кое-что пришлось потом подшпаклевать. Половинки крыльев склеил вот таким вот нехитрым способом. А фонарь кабины пришлось спасать с купанием в футуру, потому как изначально он был достаточно мутный, ну и в целом выглядел печально. Фотографии до и после есть у меня на сайте, в блоге. Ссылочка будет в описании. После того, как я купал в футуре, убираю в отдельную емкость и закрываю крышкой, чтобы пыль не осела. Тем временем перехожу к окраске внутренних частей капота двигателя и видимый элемент двигателя. Окрашу кистью, так как в данном случае это проще и быстрее. Потом вклеиваю на суперклей, а половинки капота склеиваю с помощью клея для пластика. Стыкуется он тоже не идеально, потребовалась шпаклевка. Вот таким способом я закрыл малярной лентой, чтобы не изляпать лишнего шпаклевки. Ну и, конечно же, после того, как она высохла, ее необходимо обработать, чтобы получилось все ровненько, гладенько, как надо. Расшивка у данной модели крайне печальная, она невыразительная, не глубокая, ну и, соответственно, смывку потом на нее наносить смысла никакого нет, поэтому я решил, что ее нужно углубить. Для этого я использовал скрайбер Тайми. Честно говоря, мне не очень понравилось. Кажется, не самый лучший инструмент для этого. Если меня смотрят вдруг авиаторы, подскажите, какой скрабер можно приобрести на замену таймиевскому. Также я восстановил и углубил всю расшивку, которую смог на фюзеляже самолета и на крыльях. Далее приклеиваю носовую часть к фюзеляжу. Также навешиваю все оставшиеся мелкие элементы. Как видите, вот кабина после полного высыхания стала выглядеть лучше. Но тут есть еще другая проблема. Кабина стоит неплотно к фюзеляжу, и пришлось нарастить немножко пластика на корпус и также на сам фонарь. Сам фонарь до вклеивания я закрываю масками, делаю это с помощью модельного скотча и аккуратно прорезаю ножом. Впоследствии получается вот так. Получилось, как мне кажется, неплохо. И можно теперь вклеить фонарь на свое место. Опять же, использую супер жидкий клей. Ну, это риск. Лучше, конечно, наверное, использовать специальный клей для стекляшек. Для приклеивания крыльев я использую густой клей. Это
удобнее, так как есть временное позиционирование и он не так быстро сохнет. Но сборка продолжается, и навешиваю оставшиеся мелкие детали. С шасси пришлось немножко повозиться, потому как она собирается не просто постоянно выскакивает, падает, но и в целом детали хрупкие, можно там поломать. Для верхнего крыла также использую густой клей. И распорки вклеивал при помощи резинок, потому как держать руками это не очень удобно, пока схватится клей. И теперь можно переходить к красочным работам. И первый этап — грунтовка. Для этого использую черный грунт. Модель покрывается полностью. И пока грунтовка сохнет, можно перейти и заняться подставкой. В качестве основы подставки я взял срез березы. И сейчас я буду носить сверху самодельную текстурную пасту. Делаю я ее из кофейного жмыха с добавлением опилок, клеем ПВА и воды. Также иногда в эту смесь я еще добавляю флок в небольшом количестве. Все это тщательно перемешивается для однородной консистенции. При необходимости добавляется еще ПВА и вода, чтобы получилась такая консистенция, которая будет удобно размазывать по поверхности. Поскольку дерево хорошо впитывает влагу, предварительно я еще нанес на нее слой клея ПВА. Это упростит нанесение текстурной пасты, ну и позволит ее зафиксировать более надежно. Текстурная паста равномерно наносится на всю поверхность. Делать это удобно с помощью мастихина. И после того, как все разровнял, сверху еще присыпаю кофейным жмыхом, пока все не высохло. Жду высыхания и после этого наношу сверху снова ПВА и клей. А делается это для того, чтобы нанести статическую траву. То есть будем сейчас высаживать поле. Делаю я с помощью самодельного флокатора. Инструкцию по его изготовлению можно посмотреть у меня на канале. Ссылочка будет в правом верхнем углу и в описании видео. Как видите, он прекрасно справляется со своей работой и получается отличная полянка. Излишки травы стряхиваю, чтобы она потом не летела и не сыпалась нигде. И далее сверху прохожусь аэрографом и приглушаю оттенки и добавляю немножко разнообразия. Как видите, я в своих работах частенько использую компактный компрессор беспроводной, и не только для фигурок. Обзор на этот компрессор вы можете также посмотреть у меня на канале. Ссылка будет в правом верхнем углу. После того, как грунт на самолете высох, можно перейти к нанесению базовых цветов. И первый цвет — это голубой AMT7 от Pacific 88. Наносится на все нижние плоскости. После того, как краска подсохла, я прикрыл все модельным скотчем. Дело это муторное, долгое, поэтому процесс не показывал. И сразу перехожу к нанесению следующего базового цвета. Это зеленый AMT4. Тоже от Pacific 88. Данный цвет хорошо подходит для советской авиации. Потом я замаскировал еще небольшой участок капота двигателя и выкрасил его в черный цвет. И после того, как базовая краска завершена, покрыл самолет полностью глянцевым лаком от Tamiya. Далее можно наносить декали. Декали, которые идут в комплекте, мне не подходят, поэтому я использовал декали из старых запасов. Я приклеил звезды с двух сторон на хвост и также снизу на крылья. Далее я нанес цифры. Их выбор не случайен. Это возраст именинника. Получается так символично. После того, как я нанес декали, я сверху прошелся снова глянцевым лаком. И далее, после просушки, можно переходить к смывке. Смывку я использовал от фирмы Tamiya. Весьма удобно, она уже идет сразу с кисточкой. И хорошо растекается по глянцевой поверхности. Смывкой прохожусь по всем углублениям, по всей расшивке. И после того, как она просохла, примерно через полчасика, можно убирать излишки. Не так давно я для себя открыл новые безворсовые палочки, которые я заказывал с AliExpress. На данный момент это лучшее, что я пробовал для того, чтобы убирать излишки смывки. Одной палочки мне хватило на весь самолет. И, в принципе, ее можно будет использовать еще.
Ссылку на нее вы сможете найти в моей подборке товаров из Китая. Ссылочка будет в правом верхнем углу и в описании этого видео. Данная палочка максимально удобна в использовании. После нее не остается никаких следов. Впоследствии ее можно промыть в white спирите и выжать о салфетку, и она становится практически чистой. После нанесения смывки я добавил следы выхлопа с помощью аэрографа рядом с выхлопной трубой. И после этого покрыл всю модель полуглянцевым лаком, тоже от фирмы Tamiya. Пока сохнет лак, можно перейти к покраске фигурок. Я буду использовать набор от фирмы Звезда авиационной техники. В комплекте 5 фигурок. Одна из фигурок дается сразу целиком одной деталью, остальные необходимо собирать. Но сейчас я покажу на примере одной фигурки, как их покрасить. Вначале я грунтую фигурку, использую для этого белый цвет от Tamiya. А далее можно переходить к росписи отдельных элементов. Вначале телесным цветом от Валеха крашу лицо и кисти рук. Далее коричневым цветом окрашиваю волосы. Униформу выкрашиваю смесь пастельно-синего и голубого цвета. Список всех использованных цветов можно найти у меня в блоге этой стройки на моем сайте. Ссылочку вы можете найти в описании этого видео. Пояс также окрашиваю коричневым цветом. А ботинки темно-серым. В принципе, все базовые цвета здесь использованы от Pacific, ну, за исключением телесного. Пилотку выкрашиваю в зеленый цвет. Ведро в цвет стали. На видео еще момент не попал, но на пилотке я еще окрашивал звезду. После того, как базовые слои подсохли, перехожу к нанесению проливок. Первая — это телесная проливка от Citadel. Прохожусь ей по лицу и кистям. Для всей оставшейся части фигурки использую жидко разбавленную черную проливку от той же Citadel. Наношу ее не жалея, но не забывайте, лишние подтеки, капли необходимо сразу убирать, потому как после высыхания сделать это уже будет невозможно. И для того, чтобы высветлить, использую старый и проверенный способ техники сухой кисти. Я его много раз показывал в своих видео по росписи миниатюры. И завершающим этапом это покрытие фигурки лаком. Всего фигурок в наборе было 5 штук, но будут использованы только 3. Какие, увидите чуть позже. И теперь можно доделать финальные штрихи по самолету. Сейчас я выкрашиваю сигнальные огни цветными лаками от Tamiya. Для изготовления расчалок и антенн я себе купил спандекс. Это такая резинка, которую можно расплести на отдельные тоненькие ниточки. Вот таким образом выглядят расчалки, которые я сделал за кадром. Делать это даже без камеры то еще удовольствие, но попробую показать на видео, как я делал одну из расчалок. В крыльях у меня проделаны отверстия на этапе сборки. Кончик спандекса я смачиваю суперклеем, вставляю отверстие и задерживаю, пока клей не схватится. И аналогично проделываю со вторым концом. Как видите, клей быстро схватывается и расчалка готова. Давайте еще покажу, как делаются антенны из этого спандекса. Принцип тут точно такой же. В заранее проделанные отверстия фиксирую спандекс на суперклей. Вторая антенна устанавливается чуть по-другому. С одной стороны отверстие в хвосте, а вторую каплю клея я наношу уже непосредственно на саму торчащую антенну и уже сверху приклеиваю спандекс. Выглядит это вот таким образом. Ну и теперь только остается расставить элементы диорамы по своим местам и насладиться готовым видом. Понравилось видео? С вас, как всегда, лайки, комменты, репосты. Я же пойду упаковывать подарок. Не забывайте про своих родителей и почаще с ними общайтесь.